Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Юрий Дудкин на связи прямо сейчас. Юрий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Рад видеть. Взаимно. Давайте обсудим диспозицию, сложившуюся после таких громких, ярких, таких перформансов Зеленского, украинской стороны, ответ Путина, Питерский форум, все это как бы вот спрессовалось и вывалилось. Но когда разбираешь эти завалы в сухом остатке, что получили? Письмо, ответ на письмо, новые удары, все так же горит в Краснодарском крае НПЗ, атакуются Кронштадт и Ленинградская область, ну и, соответственно, как бы фраза Путина, которая как бы подводит черту под вот этим всем, это типа «работайте, братья», мы понимаем, что никто останавливать войну не собирается, более того, она какой-то другой станет. Какой? Ну да, вы правы. Это действительно так. Но я хотел бы отметить, что процессом вот этого взрыва на МПЗ российских Зеленский не руководит, уверяю вас. Если вы думаете, что он сидит у карты, где показана вся западная граница Российской Федерации, морщит лоб, взывая, так сказать, свой титанический ум каким-то хитроумным решением по поводу атак на Российскую Федерацию. Да не занимается он этим, Александр. Его задача попки, вот сидящего в клетке. Вот что внешняя среда ему говорит, западная среда, о том он и вещает. Ему сказали, ты должен написать это письмо. Даже сказали проще. Мы тебе напишем это письмо на 5 страницах. Только надо, чтобы оно дошло до Путина. По этому поводу, кстати, очень резко, кстати, как всегда в последнее время, и довольно понятно и объемно ответил Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации. Зеленского сейчас наускивают, хотя это не в его интересах. Потеря в мирное время власти для него – это смерти подобно. Ему проще даже выжить в условиях войны. Так вот, его наускивают, как говорит Лавров, на то, чтобы он шел на контакт с Москвой. Даже при любых, так сказать, условиях, при любых обстоятельствах, чтобы подписать мирный договор с Россией. Ну, на перемирие, понятно, Россия уже заявляла, она не согласна, никакие перемирия не работают. Это демонстрировали еще начиная с 2014 года украинские власти. А мир, вот этот такой абстрактный, большой, глобальный мир, он для тебя лично, ему сказали, очень необходим. Почему? И Лавров дальше развивает эту тему. При подобном заключении мира нелегитимным лицом, ключевая фраза, со стороны Украины, нелегитимным лицом. Эта бумага, она не имеет никакого значения. Плюс ко всему, за это время, так сказать, вроде бы, может быть, даже и осязаемого мира, Европа, говорит Лавров, будет накачивать Украину всем необходимым. Причем абсолютно при полном отсутствии обстрелов, ракетных, дроновых обстрелов территории Украины. И в течение некоторого времени, опять же, говорит Лавров, Украина сможет набрать тот потенциал, который по новой раскрутит маховик войны против России. Заключительная его фраза была, что мы проходили это через Минск-2, мы научены этим горьким опытом, поэтому очередной обман, говорит Сергей Викторович, не пройдет. Теперь, что касается Санкт-Петербургского международного экономического форума. И вот этого дохлого письмеца, которое вначале было отправлено Зеленским Трампу, а затем и Путину. Ну, как отреагировал Трамп на это письмо? Вкратце, никак. Никак. Да, то есть никак, абсолютно. Он сделал даже вид, что как бы до него эта информация не дошла. Может быть, там где-то в Госдепе и почитали этот шедевральный опус, но не более того. В Москве, значит, Путин на пресс-конференции
на экономическом форуме сказал, что пока еще не видел этого письма. Да, говорит, я знаю, что оно есть. А Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, читал его полностью. Это вот официальная точка зрения Москвы. Но я думаю, что президент России, конечно же, прочитал эти бредни Зеленского. И отвечая на вопросы, кстати, мировых информагентств, что никогда не бывает с президентом, значит, и не было Украины, начиная от Порошенко. Кстати, напомню, что на форуме в этом году, несмотря на всю сложность американо-российских отношений, европейских отношений с Россией, на форуме присутствовали делегации в количестве более 20 тысяч человек различного, так сказать, ранга. Это и политические деятели, это и банкиры, это и промышленники. Даже были известные бизнесмены из Соединенных Штатов, что практически за последние 5 лет это впервые. Из 130 стран они приехали, из 130 государств. Почему я так подробно на этом акцентирую внимание? Я хочу подчеркнуть, что вот эта политика Европы, которая длится уже много лет по поводу политической и дипломатической изоляции России, она претерпела, как говорят немцы, швах, то есть полный провал. Этого даже и близко нет. Россия на сегодняшний день по-прежнему остается очень привлекательна с точки зрения инвестиций и различного рода договоренностей в области расширения научной, культурной, промышленной деятельности и так далее. Некоторые международные компании, которые в 2022 году, с 22 по 23, выехали с территории России, на сегодня просятся обратно вернуться. И это не просто слова, это, скажем, информация даже из тех же иностранных СМИ. Но россияне сегодня имеют карт-бланш. Никакая экономика российская за это время не рухнула. Вот Мерседес, например, компания, которая строила 6 филиалов в Российской Федерации, строила, тратила деньги, потом все бросила и выехала. Сейчас в этих цехах идет сборка новых автомобилей «Волга», причем в 3 модификациях. Ну, то есть Россия в этом ничего не потеряла, а используя свои внутренние резервы, или, как принято говорить, импортозамещение, наоборот, приобрела. И это факт такой же неоспоримый, как и все остальные факты. Что касается, опять же, еще коснусь буквально 2 слов, заявлений Владимира Путина. Я не буду их пересказывать, это все есть в открытом доступе, так сказать, не стоит даже этим заниматься, но кое-какой взгляд свой на некоторые заявления Владимира Путина я хотел бы сделать. Он по-прежнему очень конкретно, кстати, очень компетентно, жонглируя абсолютным большим количеством цифр, доказал, что Западу выгодно иметь торгово-экономические отношения с Россией, и в том числе, в частности, по торговле энергоносителями. Снова был высказан тезис о том, что Европе выгодно покупать российский газ, а не американский. Это, в частности, он ответил на вопрос немецкому главе агентства ДТА. Второй момент. Владимир Путин очень четко, что касается военной области, дал понять, что вот этот приведший в трепет и шок западное мировое сообщество использование ракеты, гиперзвуковой ракеты «Орешник»,
это только начало совершенствования этого оружия. Оно уже действительно поставлено в войска и даже в Республику Беларусь, союзное государство России. Но его совершенствование продолжается, потому что, как сказал Путин, мы даже еще не били по Украине боевыми зарядами. Это были всего лишь болванки. Это были вольфрамовые болванки, то есть плазмой. Били по целям, которые, как он сказал, открою вам маленькую государственную тайну, мы заранее выбирали те объекты, где могли зафиксировать точное попадание в цель. И это было подтверждено. И что самое главное, что тоже были, так сказать, некоторые журналисты на этой встрече шокированы, потому что Путин сказал, что будущее Орешника еще будет продемонстрировано. То есть, скажем так, намекнул тем государствам, которые сегодня являются военным тылом для Украины, что их судьба может быть плачевной при использовании подобного вида оружия, не имеющего аналогов в мире. Ну и третье, кстати, что очень тоже примечательно было, ему задал значит, вопрос один из глав отделов Associated Press, вопрос о сменяемости власти в России. И выдержит ли его здоровье до 30-го года баллотироваться в очередной раз на пост президента Российской Федерации. Здесь очень четко была показана позиция человека, воцерковленного и, скажем, верующего. Он сказал, что никто не застрахован ни от чего. Я, в принципе, такой же смертный человек. Но я думаю, что Владимир Путин давно уже подготовил себе замену. И это будет человек не из какого-то там аппарата его или партийный, значит, функционер. Это будет человек, который действительно является патриотом России, военным бывшим. Это я так чувствую. Потому что сейчас программа «Время героев» в России работает. При подготовке кадров, взятых именно с линии фронта, на управленческие должности в регионах, программа показала себя неплохо. И Владимир Путин сказал, что Господь и время только дает нам силы на будущее. Никто не может предположить, что с нами будет. Юрий Анатольевич, но тут же важно понять вот последствия. Зеленский сразу после этого вышел, сказал, что мы предлагали мир, договориться, Путин не хочет заканчивать войну, поэтому он согласовал ряд ударов, и вот эти удары буквально там на следующее утро мы увидели по Кронштадту, по Ленинградской области, Краснодарскому краю, который я отмечал выше. И это все демонстрируется вместе с тем набором тезисов в письме, как вот смотрите, мы-то хотели мира, но Путин не хочет. И сейчас получается, что мы предлагали мир, ну там, как выразился Путин, по-хамски, ну в принципе так оно и есть, и никто это особо не скрывает, но тут же главное, мы предлагали встретиться, безусловное прекращение огня, договариваться, Путин отказал, мы бьем, и Украина, смотрите, в какой сильной позиции, политической, моральной и так далее. Сейчас повылазили вот эти опять пингвиноведы, военные эксперты, дикие. Они говорят о том, что Украина прям выигрывает войну, на секундочку. То есть все вот так выглядит и так представляется. И кажется, что вот условно вот эту публику, на которую направлены эти месседжи, это устраивает. Мы находимся не просто в параллельной реальности, мы находимся в рукотворной реальности, мы находимся в этом сколоченном из картонок и разного рода уже обветшалых каких-то элементов доме, но этот дом никак не сносит, его продолжают укреплять новыми и новыми нарративами. Да, вы правы. Это война в долгую. Тот, кто говорил и говорит до сегодняшнего дня, что вот-вот, еще тут пару месяцев, до конца года, до зимы, все, наступит мир. Кстати, об этом сам Зеленский говорил, болтал, чесал этим своим языком. Ну, надо сказать, что, Александр, ну, разве это впервые мы слышим,
Вы вспомните, как он гримасничал на парижской встрече в нормандском формате, когда только стал президентом. Тогда разве Россия не хотела мира на Украине? Ну, если так уже весь вопрос упирается в Россию. При выступлении Путина он сидел, гримасничал, издевался. В присутствии многих журналистов иностранных, мировой прессы. Тогда он не хотел мира на Украине. А тогда были просто гениальные, шедевральные возможности выполнить пункты Минска-2 договоренностей и закрыть тему войны на Украине. Ага, ну так цель-то другая была. Во-первых, укрепиться как можно дольше во власти, не заниматься внутренними вопросами Украины, экономикой в первую очередь, потому что к тому времени, к концу каденции Петра Порошенко, она просто резко шла вниз, не заниматься этими вопросами, а продолжать вот этот военно-политический шум, эту вот грызню эту, понимаете, за территорией, в первую очередь. Ему плевать было на украинский народ, который находится и проживает на юго-востоке Украины. И акцент, который делает Владимир Путин, иногда косвенно, иногда прямо, ну, будем так говорить откровенно. Цель Путина в этой войне – демонтаж режима Зеленского. Почему? Потому что он даже уже не называет его по фамилии. Вы же заметили, как называет Путин Зеленского? Смотрите, он днем ранее... Проворовавшийся хунтой, главой режима. Сутки прошли. То есть в Ну. один день он называет его Зеленский, и мы там подумаем, вопрос, конечно, чисто юридический его легитимности, а вот чтобы вы ему сказали, ну если вот когда это все произойдет, сказал, как хорошо, что это все закончилось, и все как бы почуяли опять слабость вот эту. Выходит письмо Зеленского после пресс-конференции Путина, и совершенно меняется эта риторика. Всплывают какие-то интересные подробности о каком-то бизнесмене, который приезжал, и его в резиденции принимал Зеленский. То есть обосновывается вот такая позиция, ну и заканчивается все вот это вот «работайте, братья». Причем тут очень важный момент, этого никто не отмечает, никто, потому что когда ты это отмечаешь, ты, ну, говорят, вот, ты там такой-сякой, ты там плохой, там, это не модно отмечать. Смотрите, фактически что сделал Путин? Он повторил вот этим приказом мичманам, да, там, и адмиралам, солдатам и так далее, что, как это, армия и флот союзники Российской Федерации. Он это отправил... Это, кстати, сказал Петр III. Да, это он отправил... Царь российский. Не только... Путин просто повторяет эти слова регулярно. Этот сигнал он отправил не только, ну там, условно, своим солдатам. И сейчас там показывают этих солдат, как они записывают короткие видео, что типа «работаем, брат». Ну, то есть он им братья, они ему брат. Они связали очень... ну, короче... Очень такую, знаете, леску, очень такой, знаете, такой плотный, я бы сказал, вот другой слой связи верховного главнокомандующего и вот тех, которые внизу. Пропагандистски, это не так, это можно переубеждать всех, кого угодно. Но если мы видим, вот, а этого не хватает как раз Зеленскому, потому что дроны-то летят не живые, а с искусственным интеллектом. Дроны-то запускаются бог весь откуда. Вот эти люди, которые там сейчас опять показывают, вот это в ямах сидят ВСУшники, да, вот, ну, которые там пытались сбежать или что, я думаю, вы тоже видели эти видео, они периодически всплывают на фоне особенно встреч омбудсменов, там в России новый омбудсмен и так далее. У Зеленского Зеленский не может продемонстрировать эту связь живую, живых людей. Вверху, в самом верху, и внизу, в самом низу. Сколько по фронту не катайся и какие ролики не снимай. И это становится очень серьезным подспорьем для дальнейшего продолжения войны. Этот ход никто недооценил. Что вы думаете по этому поводу? Ну и, конечно, ну вот что думаете вокруг сказанного и вот такого отданного приказа внутрь и в геопространство? Ну, во-первых, я оговорился,
э, Александр Третий, Да-да. российский самодержец, сказал действительно, что у России есть два союзника – армия и флот. И когда Владимир Путин, по-моему, в 2017 году в Крыму открывал на территории Ливадийского дворца памятник Александру Третьему, он в очередной раз повторял эти слова и повторяет до сих пор. Это действительно так, потому что, как старый советский лозунг, армия и флот и народ российский, они едины, тогда был советский народ. Это все работает и сегодня. Поверьте мне, в Российской Федерации в социальной среде нет ни единого сомнения в том, что Владимир Путин что-то делает неправильно. Это первое. Второе. Со стороны Зеленского. Если ты хочешь, чтобы Москва пошла с тобой на контакт, а, простите, вопрос легитимности, это не просто праздный вопрос. Но вы приводите цитаты Путина о том, что иногда время от времени он его по-разному называет. Но я еще раз повторяю, и об этом говорит и министр иностранных дел России. А я думаю, что министр иностранных дел России никогда не скажет что-либо супротив или даже на свой манер, изменив свою точку зрения, Владимиру Путину, президенту, его основному начальнику, который отвечает за внешнюю политику России. Внешнюю политику России определяет президент Российской Федерации. И Зеленский для того, чтобы, ну, скажем, расположить хотя бы российские власти к разговору, ну, должен был как минимум возобновить деятельность посольства Российской Федерации в Киеве. Хотя бы. Ну Но так это о как каком, один из подождите, ну элементов. война идет, какое посольство, о чем вы? Ну что, война идет, война идет. Война нынешняя, это высокотехнологичная война, которая не объявлена ни Украиной, ни Россией. По-прежнему витает в воздухе Да, как, аббревиатура СВО. да какие посольства? Успокойтесь. Тут хоть бы снять этот запрет, который он сам на себя наложил, о котором все помните, а все как-то уже и забыли. Ну, Так он же... снять запрет могут выборы, об этом Путин тоже говорит. Где выборы на Украине? Где они? Ну, для того, чтобы, еще раз говорю, хотя бы расположить своего визави, кровного врага. Или хотя бы сделать так, как тебе сказал Запад. Покреативить, как это модно сейчас выражаться. И что-то сделать не так, как тебе говорят твои вассалы, твои сузерены. А ты являешься вассалом этого Запада. Ну, сделай хотя бы что-то. Поэтому я акцентирую внимание на том, Александр, и вы это прекрасно знаете, что никакого сближения позиций двух сторон в этом вопросе, даже не двух, а четырех, мы еще забываем о Западе и США. А там Рубио сказал, что США не являются никаким посредником, а участником этой войны. Это сказал, между прочим, глава Госдепартамента Соединенных Штатов. Это не какой-нибудь там сенатор Линдси Грэм. Поэтому никакого сближения позиций в вопросе мира не будет. Вот в чем дело. Абсолютно противоположно, диаметрально противоположные цели у сторон. Со стороны Запада и Зеленского это агрессивная антироссийская риторика, причем в оскорбительном виде, в оскорбительном, подчеркиваю. А со стороны России, опять же повторюсь, государственная политика в проведении СВО – демонтаж режима киевского. Вот и все. Ну, смотрите, так а режим киевский, а как может демонтировать Путин киевский режим? Если опять-таки гуляет этот нарратив, что в Украине ничего не принимают, никаких решений, а все, например, продиктовано Западом. Вы только что с этого начинали. Ну, то есть они демонтируют, ну, это как вот в сказках русских, кстати, народных, там, Змей Горыныч отрубил голову, новая выросла. Ну, как бы все это четко тоже понимают. Украина не Иран, Александр. Вы немножечко обобщаете это все. Украина не Иран. Это на сегодняшний день очень слабое государство, морально подорванное как в социальном плане, так и в военном.
Моральное состояние войск украинских подорвано. Вы просто не знаете, что происходит в высших эшелонах ВСУ. Я немножечко с этим знаком. Не потому, что я козыряю этим перед вами, но я знаю, как подорвано моральное состояние украинских военных. И каково состояние моральное российских войск, как сказал Путин, опять же, на Петербургском экономическом форуме, что российские войска мотивированы и наступают по всем фронтам, неважно, медленно или быстро, но они продвигаются на запад, по всей линии фронта, с юга на север Украины. Вот это главное. А то, что нельзя демонтировать вот так быстро по щелчку пальца киевский режим, я бы не стал, скажем, усугублять эту позицию. Там каким-то заговором против Зеленского или еще каким-то способом. Я даже не берусь их сейчас предсказывать. Но одно само историческое значение начала Второй мировой войны, оно началось с Польши, показало, что польское правительство Сикорского в тот момент, в начале сентября 1939 года, просто вот так собрала чемоданы в охапку и уехала в Лондон. Вот такой пример исторический. А мы знаем с вами, как история издевается над человечеством, повторяя через десятилетия одни и те же исторические факты. Вот вам и ответ на ваш вопрос. Насчет происходящего на поле боя. Как вы видите, будет разворачиваться война. Тылы уже горят, и это видно. Причем юг тоже, так сказать, ну, имеется в виду территории неподконтрольные Киеву. Сейчас они там ограничивают движение, перерезается. В ответ Россия тоже бьет по разного рода объектам. Начинается война, становится тотальной. Удар по молокозаводу Яготинское в Броварском районе. Как по объекту, да, погибли люди, которые там, работники завода. Точно так же, скажем так, разбитые автобусы и гражданские грузовые машины с товарами, с любой логистикой. Мы переходим в абсолютно опасную фазу войны. Но как это повлияет на фронт? Сегодня очередное сообщение от Минобороны, что населенный пункт Шевченко взяли в Харьковской области россияне. Константиновка, продвигаются бои, уже сообщают украинские военные, что ствольная артиллерия достигает город. Райалександровка и подступы к Славянску тоже в огне, и, как мы видим, собственно, движение идет туда. Нет, это, конечно, очень яркая картинка, когда там перекрывается Кронштадт, когда горит там корвет Бойкий, когда вот Ленинградская область, но все-таки война-то идет на земле, а как бы на земле на украинском фронте ситуация, в общем-то, ну, идет по одному вектору. Как будет выглядеть перелом, если он наступит именно на фронте? И есть такое мнение очень интересное, политологическое, что да плевать, что там на этой линии фронта. Ну, если организуют прорыв какой-то на 10 километров, ну, потеряют там какие-то. Все равно общей картины, общей стратегии, то, что мы с вами пережили за эту, условно, неделю, спрессованную, да, там, событиями, это не изменит, все будет продолжаться ровно точно так же. Я не берусь, Александр, предсказывать, каков будет ход боевых действий в этом году. Я единственное, не люблю вообще этим заниматься, но могу, как, скажем, военный аналитик, выдать следующее, что разговоры по поводу Беларуси – это не праздные разговоры. Против этой страны Запад готовит конкретные провокации, военные провокации. Я единственное не могу понять точку зрения Запада. Они почему-то считают, что Беларусь не вправе, хотя какое право может быть сегодня в мире? Оно все уничтожено. Нет никакого права юридического, морального. Каждый делает все, что хочет.
Так вот, Запад почему-то считает, что Беларусь не имеет морального права ответить, причем ответить даже неадекватно тем провокациям, которые могут быть предприняты и повлечь, не дай бог, гибель белорусских граждан. А к чему я это все говорю? А я говорю это к тому, что тактика, стратегия будущей войны на Украине к концу года может кардинально измениться. Каким образом? Открытием еще двух фронтов. Вот существует сейчас Юго-Восточный фронт, да? А ведь может быть еще и открыт Северный фронт. Может быть открыт еще и Южный фронт. Это кажется сейчас невообразимым, да? Каким-то, может быть, из разряда фантасмагорий. Но начнем с того, что Беларусь и Российская Федерация с точки зрения своей военной мощи и колоссальных резервов могут себе это позволить для того, чтобы ускорить процессы на Украине. Могут себе Так это о каких позволить. резервах вы говорите? Нам Зеленский рассказывает нет ничего. Письмо же Чё все вы прочитали. я вам поражаюсь. Вот вы или хотите меня как-то подколоть этим, я понимаю, это своего рода журналистский прием. Вот, уповать на опять Зеленского, цитировать его и так далее и тому подобное. Ну, послушайте, Александр, ну это же несерьезно, что он говорит. Вы послушайте, что говорят украинские военные. Причем в тех небольших, малых интервью, которые они дают вот той же самой одиозной бандеровке, господи, как ее фамилия-то, забыл. Русская, кстати, фамилия у нее. Соколовой. Там, а? Янине, что ли? Янине Соколовской, совершенно верно. Совершенно верно. Соколова или Соколовская, как она? Ну, какая разница? Ну, Соколова она, ну, Янина Соколова, 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 да. Причем она приблизительно задает им такие же вопросы, как и вы мне сейчас, понимаете? Вот. Но украинские военные, еще раз подчеркиваю, не все, конечно. Это абсолютно люди не пророссийские, уверяю вас, не имеющие больших погон вот здесь на пузе. Почему-то украинская форма военная стала такой странной, что меня просто это смешит. Они решили отказаться от погон, прицепив погон себе один на пузо. Может быть, думали, что это изменит украинскую мощь военную. Но кроме антуража, это ничего не имеет никакого значения. Так вот, отвечая на подобные вопросы, той же Соколовой, вот, украинские военные говорят, что да, нам Запад помогает. И это видно вот буквально в эти дни, да, как активизировались украинские боевые действия против России, особенно удары по российским тылам. Но это, еще раз подчеркиваю, не меняет, как говорят опять же украинские военные, сути вопроса. А где победа, они задают вопрос. Кто планирует военные операции против России, это они так риторически спрашивают у Соколовой, которые нам абсолютно не доводят. Кто их планирует? Причем, я так понимаю, что эти люди, не буду называть их имен, чтобы не популяризировать, уже по нескольку раз были серьезно ранены. Прошли через определенные тоже военные операции. А с отбитым мозгом абсолютно. Они пробандеровски настроены. Но они негодуют по поводу того, что нет слаженности украинских войск. А я скажу, я говорил об этом в самом начале, что удары дронами по российским тылам, и в частности по Ленинградской области, не планировались центральным командованием. Это делают те лица, вот как тот же Мадяр, да, который плевать хотел на Зеленского, он одержим своей идеей. Понимаете? Нет, еще раз подчеркиваю, вот этой четкой вертикали военного командования до верховного главнокомандующего, которая должна быть на случай войны, как это было, например, в те же годы Великой Отечественной войны, когда вся экономика, все предприятия
стали работать только на оборону. Разве мы не видим, что в Украине этого нет? Зеленский не занимается этими вопросами. Там кардинально другая логика. Они нам должны с Запада все прислать. Мы ничего не можем производить и не должны. Вот это логика Зеленского. Клянчить. А когда человек живет на иностранные подачки, я имею в виду человек, ну, даже называющий себя руководителем государства и верховным главнокомандующим, но о какой победе может быть речь? И плюс ко всему, военные украинские, это тоже очень часто звучит, а мы, говорит, не знаем, сколько еще будет продолжаться эта война. Мы сами не знаем. Нет конкретных целей. Не ставятся эти цели для ВСУ. Вот так вот. Сегодня издание «Фокус» опубликовало интересный расклад о том, что может быть подорвана одна или две, или какая-то одна из двух дамб по Днепру. И, мол, к этому готовятся прибегнуть уже этим летом. Действительно, сейчас обостряется ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции, вот эти удары, да, там Энергодар, напротив, собственно, населенные пункты на другом берегу, это все идет, все под обстрелом. Как вы думаете, дойдет ли до такого сценария, и есть ли он припасен в военном смысле этого слова в дальнейшем? Вот опять-таки, прорыв дамбы. Мы уже видели одну дамбу, Каховскую. Изменило это ситуацию на поле боя? Кому это было выгодно и что имеем, собственно, сейчас? Вот же главный вопрос. Ну и представим, что прорывает дамбу там выше Киева, Киев подтопит низины, или, например, Днепровскую дамбу, тогда как бы подтопит Запорожье. Что это дает в военном смысле и как вы видите эту ситуацию? Потому что бить по мостам и дамбам призывали давно, ну, например, российские ультрапатриоты. Ну, я скажу, что это повлечет с собой катастрофические последствия. Каховская ГЭС, понятно, кому было выгодно взрывать. И не стоит здесь лукавить, потому что Украина хотела остановить наступление российских войск, поэтому была взорвана Каховская плотина. Причем подрывалась она теми же «Хаймарсами», причем несколько залпов было сделано. Это зафиксировано. Это зафиксировано. Вроде же какие-то водолазы там рассказывали. Куда-то Да, приплыли. водолазы водолазами, но вы же сами понимаете, что Каховская плотина, так же как и Киевская, это монументальное сооружение, высокотехнологичное. И водолазы не могут, скажем так, нанести какого-то ущерба существенного, тем более разрушить плотину. Но это высокотехнологичное сооружение, которое должно выдержать тысячетонный натиск воды на эту плотину. Поэтому это досужие вымыслы. А вот ракеты «Хаймарс», атак МС вполне могут несколькими залпами разрушить подобное сооружение. Что касается взрыва плотин в дальнейшем, да, вы правы, что в России эти разговоры велись и ведутся, кстати. Но это повлечет, еще раз говорю, для Киева это будет катастрофой. То есть практически весь левый берег, весь, он и ранее, вот я иногда смотрю старую советскую хронику, старые фотографии, там вообще была заболоченная местность. Левый берег Днепра, левый берег Киева, левобережье, это болото, сплошные болота. Их долгое время осушали для того, чтобы там что-то возводить, какие-то дома, сооружения, делать прекрасным этот район. Он действительно в Киеве был в свое время, в советское время, один из самых лучших. Даже возьмите ту же Русановку, например, да, ее называли Киевская Венеция. Вот. Ну, действительно, был очень красивый современный район. Затопление этого региона, этого района Киева, Украины, действительно повлечет. Это не Каховская ГЭС. Киевское водохранилище гораздо больше. Оно в разы больше. И подрыв этой дамбы
повлечет действительно катастрофу и гибель, самое главное, невинных мирных граждан. А теперь задайте вопрос себе, а кому это выгодно? Ну, конечно же, не России. В России те ура-патриоты, которых вы упомянули, говорят, подогреты, скажем так, может быть, действительно какой-то ненавистью к бандеровскому режиму. Это действительно так. Вот. Но с точки зрения военной, для российских войск, ну, это абсолютно нецелесообразно. Тем более, что через левый берег как раз идет выход на российско-украинскую границу. То есть выгода для Украины в этом первостепенная, а не Российской Федерации. Вообще, я считаю, что вот вчера буквально поступило сообщение о том, что вырубили полностью энергетику украинские беспилотники на Запорожской АЭС. Ну, что такое остановка, скажем, системы охлаждения ядерных реакторов, пусть даже если они не работают? Они находятся, ну, скажем, в таком спящем режиме, но система охлаждения должна быть постоянной, 24/7. Конечно, там предусмотрены соответствующие дизель-генераторы, которые своевременно подали на эти агрегаты электроэнергию, и функциональность системы охлаждения Запорожской АЭС не нарушена. Но, тем не менее, опять же, Украина, зная об этом, о том, что вокруг, в том числе в Энергодаре, живут те же украинские граждане, но это же украинцы в прошлом, пусть Ну, даже в прошлом. вы же видите, как действует Украина. Она говорит, когда прошло незамеченным, потому что это такая аппаратная больше новость о том, что призывает там Олежки эвакуировать, российскую сторону. Ну, то есть эвакуируйте. Ну, там, сами эвакуируют. У нас вырисовывается очень интересное такое вот поле боя, да, поле боя и выжженная земля, и вот эти истории, там, например, стариков, которым некуда ехать, это, конечно, вызывает боль, прежде всего, боль. Я в контексте вот этих, вот такого продолжения войны хотел бы вот спросить ваше мнение о Европе. Два аспекта. Стармер выходит, говорит, что в 30-м году Россия нападет. У Стармера дела плохи, конечно. У Мерца дела отвратительные. Макрон, понятно. И все, ну, внутриполитические дела имеется в виду. Но они вместе кооперируются и, в общем-то, будут встречаться с Зеленским на днях. Ну, во-первых, Зеленский, если едет на встречу со Стармером, Мерцем, это означает быть в беде в Киеве, ну, потому что это уже все привыкли, то есть какой-то обстрел вот будет. Сегодня там баллистика, ну, по состоянию на момент нашего разговора, может еще и случиться, это все очень быстро может обернуться, были воздушные тревоги, были удары. Но о чем договариваться? О чем договариваться? То есть Европа сейчас как выглядит за этим столом переговоров? И самый, наверное, острый вопрос. Вот эта вся, вот эти кардебалеты, которые станцевал со своим письмом Зеленский, Банковая, вот эти все заявления, вот вы Лукашенко вспоминали, подалека, говорит, не доживет Лукашенко до пенсии. Понимаете? Ну, как бы так не вышло, чтобы он на похоронах подалека не станцевал, понимаете? Тут тоже такой момент. Нельзя такого, ну, нельзя этого публично вообще рот открывать на эту тему. Если вы тем более держите какое-то лицо, как великие политики, там, стратегии или там советники и так далее. Ну да ладно. Чего ждать? И сможет ли, вот давайте так, материально, ресурсно обеспечить Украину и продолжение этой войны, дальнейшее, на которое вот напросились европейские страны и вот эти лидеры? Вы вспомнили про подалека. Он долгое время очень скрывал то, что у него в дипломе, какая у него специализация написана в дипломе. Гинеколог. Понимаете, я вот вспоминаю, так сказать, еще и Урсулу фон дер Ляйен, делаю выводы, что почему-то гинекологи решили себя проявить не по своей специальности, а именно в области политики. Причем их деятельность является просто разрушительной. Вот. Но теперь давайте коснемся все-таки этого вопроса, который вы задали. Ну, я так понимаю, что действительно недалекий ум
сегодня у европейских политиков. У того же Старнера, к примеру, да, там рейтинги на уровне обезжиренного кефира. У Макрона сегодня 16% рейтинг президента Франции. Но, опять же, повторюсь, вспоминая прошлое, я еще помню мальчишкой всех этих политиков европейских, потому что раньше очень здорово, еще с юношества увлекался политикой, политическими новостями. И я вспоминаю таких политиков, например, как Курт Вальдхайм. Это был генеральный секретарь Объединенных Наций середины 70-х годов. Очень, кстати, был человек образованный, австриец, и симпатизировал даже советскому руководству. Так вот, ослушаться решением Совета Безопасности ООН со стороны Соединенных Штатов было в то время невозможно. Понимаете? То есть не выполнить решение Совбеза Соединенным Штатам было невозможно. И американское руководство это прекрасно понимало и следовало курсом тех решений, которые были приняты на этом важном международном форуме. Я вспоминаю того же, например, вот опять же, в пику Макрону, его умственным способностям. Кстати, опять же, на Санкт-Петербургский форум приезжала, так опять немножко отвлекусь, известная блогер, американский блогер и журналист Оуэнс, которая раскручивала вот этот скандал, смехотворный скандал о том, что она утверждает и доказывает, что Бриджит Макрон это все-таки мужчина. И она на днях должна опубликовать, как она сказала, по возвращению в США новый компромат против Макрона, с кем он все эти годы живет. Ну, это я так, отвлекся, конечно. Но дело ведь, вся беда французов не в том, что Макрон там на ком-то женат, а в том, что действительно он не способен к глубокому анализу того, что ждет будущее Франции. И постоянная конфронтация на любом уровне с Россией, хотя раньше Франция всегда была дружелюбна к России. В самые жесткие времена холодной войны, например, вспоминаю того же президента Франции, ну, я не знаю, ну, давайте возьмем Жоржа Помпиду. Ну, когда он встречался с Леонидом Ильичем Брежневым, ну, там было полное взаимопонимание. Хотя Франция в тот период времени то выходила из НАТО, то опять входила в этот блок североатлантический. Но, тем не менее, нормальные были отношения. То есть, никто не хотел никого уничтожить, ослабить. Президент Франции, например, тот же Жак Ширак, многоуважаемый всеми французами, и рейтинг у него был сумасшедший. Там, по-моему, больше 60% симпатий французы ему отдавали в период его президентства. Это был глубоко проникший человек, француз, в полном смысле этого слова, с большой буквы, проникший русской культурой и русской литературой. Он собственноручно, Жак Ширак, переводил произведения Александра Сергеевича Пушкина на французский язык. Вы понимаете, насколько это был глубокий человек? А русская литература, классическая русская литература, она и сегодня ценится во всем мире. Кстати, Несмотря на все запреты. сегодня мы с вами говорим в день рождения Пушкина. Как Да, это когда-то Я в вот Украине, ну так и осталось. не снимайте у меня информацию с языка, Да, когда-то Александр. так и осталось. Это типа день журналиста. Почему я так Да. скептически отношусь? Потому что жалко, конечно. Даже Зеленский сегодня там чего-то написал, что журналисты ему нужны, чтобы показывать какую-то, ну, вот агрессию российскую, ну, вот это вот все. Там фотографии передавая. Ну, вот вспомнил, отметил как бы этот день, день журналиста в Украине, сегодня, 6 числа. Он Да. был изначально привязан к дню рождения Пушкина, ну, вот когда организовывали Теперь независимую отвязали Украину. обратно. Теперь отвязали, но обидно, конечно, за журналистов. Но это так, это совсем другая тема. Это просто к слову, что вы упомянули. Да, так вот я к чему все это веду, что даже премьер-министры Японии, которые были в тот период времени,
Ну, казалось бы, да, вот Рейган назвал Советский Союз в тот период, это уже 80-е годы, империей зла, что еще больше накалило международную обстановку. Но, тем не менее, культ дипломатии, этики дипломатической, он никогда не нарушался. А сегодняшние европейские политики ведут все к тому, медленно, уверенно, как говорит одна немецкий политик, Алиса Вайдель, одна из соучредителей партии АФД, что оппозиционной, кстати, партии нынешнему руководству Германии, что нельзя тыкать раскаленным железом в глаз медведю. А европейские лидеры делают именно это. Вопрос задаю, для чего? И они таки вынудят Российскую Федерацию использовать тот же орешник. Но если не орешник, так что-то другое. Я вообще себе не представляю, как мы не представляли ранее, что Россия начнет стрелять по Украине. Вынудили ее это делать в связи с развязавшейся гражданской войной на Донбассе. То же самое, еще раз говорю, это очень опасная тенденция. Может случиться и с Европой. Когда-нибудь где-нибудь под Лионом будут уничтожать французскую базу орешником. А напоминаю, это в одной ракете «Орешник» 6 боевых блоков, а в каждом боевом блоке еще 6 боезарядов самонаводящихся. Итого 36 целей может поразить всего лишь одна ракета. Кто не представляет себе, что это такое, ну это их проблема. Но я представляю, это очень серьезное оружие. И шутить с этим европейским политикам не Ну, стоит. опять-таки, ну вот тоже, понимаете, нас можно же заангажированными назвать. Ну, чего вот это вот? Ну, нормальные европейские политики, нормально все. Вот Мадяра вы вытащили, выбрали. Смотрите, как хорошо получилось. Все у них хорошо. Я вот читаю вот эти, то, что Мадяр выторговал, и то, что Мадяру дали по венграм Закарпатья. И так вот на этой неделе это, ну, сообщение было. Причем говорят, что теперь все, чиновники украинские не должны знать только украинский язык, обязательно украинский и венгерский. Ну, потом говорят, нет, это фейк, в общем, это как-то все еще придется переваривать. Проблема в другом. Проблема в другом. Проблема в том, что, ну, если бы в 2014-м это дали на Донбасс, вот хотя бы так, в том виде, который сейчас Зеленский выдал Мадьяру, ну, все. Ну, как бы ничего бы не было. А ну тогда пошли войной, понимаете? И вот Подождите, а что вы имеете в виду под выдали на Донбасс в 2014 году? Я что-то потерял нить. право культурной автономии, языковой автономии, То есть вы за интеллигенция, то, чтобы образование. в тот период времени Украина уже была федеративным государством. Я правильно понимаю? Ну, если такой выход есть, если люди проголосовали. Они же не голосовали в 2014 году за то, что они Так хотят дело в в том, что, Россию. Александр, они же, вот Они эта голосовали нынешняя за власть, то, да, и чтобы европейская, и украинская, говорят, что это фиктивное голосование. Вот в чем дело. Они же с самого начала не признавали волю народа украинского народа на этих территориях. Вот в чем дело. То есть рыба начала гнить вот из именно той головы еще задолго до полномасштабных боевых действий на Украине. А мы сегодня говорим, как это, как это? Вот так вот. Ну вот смотрите, вот вы говорите газ, энергоресурсы, там Путин упомянул, там, да, ну вот тоже. Вот сегодня новость проходит. Я, если честно, так опешил. 4000 километров хотят тянуть трубу через всю Африку до Европы. Через Нигер, Нигерию, А за чьи Алжир. деньги? Понимаете? За чьи деньги? Ну как раскошелится Европа и, в общем, будут тянуть. Ой, слушайте. Вы знаете, сколько стоят северные потоки? В частности, для Германии. Сколько стоили? 12 миллиардов евро. Германия половину этих денег отстегнула на это строительство. 6 миллиардов. Кто сегодня в Европе вытащит из кармана эти деньги и положит для того, чтобы построить этот газопровод? Ну, это смешно. Сегодня еле-еле в Европе закрываются дыры, хотя
Зеленскому выделяются колоссальные средства на военные нужды. Понятно, куда они идут, учитывая коррупционную составляющую его власти и его окружения. Но это второй вопрос. Поэтому, когда Путин говорит о том, что российский газ всегда доступен для Европы, он говорит это не зря. Он знает, что Европа вернется к этому вопросу. Да, через лихолетие, через большие потери. Но, уверяю вас, Европа вернется к этому вопросу. Кстати, Китай намекает уже неоднократно европейским лидерам о том, а идут контакты, между прочим, не только Трампа с Китаем, но и с Европой. И китайцы, кстати, работают сегодня на поле России в том плане, что являются самыми крупными импортерами российских энергетических ресурсов. И они говорят, ребята, мы им обладаем этой мощью не потому, что мы очень любим русских, а потому, что это в первую очередь выгодно нашей экономике. Пусть она условно хоть и называется социалистической, но все-таки основана на признаках и на правилах рынка. Так вы же зачинали те же самые всевозможные торговые союзы и так далее и тому подобное. Так следуйте этому пути. Исповедуйте правила рынка, а не политики в рынке. Вот Ну, о с чем говорит Китай. политиками. Правила политики в политике тоже как-то претерпевают определенных изменений. На этой неделе очень обострились акции политические европейские против Зеленского лично, против Украины в принципе. И это не связано, кстати, парадокс, да, не связано с украинскими дронами, которые залетели в Румынию, заплыли или как, зашли, правильно говорить, морские дроны, да, которые там бомбанули и шли еще там, нейтрализировали вроде, но один дрон в порту Констанца фиксировали все. После масштабной акции, там, ударов по судам, погибли 5 азербайджанцев, то есть недовольство растет еще и такое, чисто идеологическое. Ну, то есть страна превращается в абсолютно другую страну. И это не устраивает соседей. Если, например, скинуть Булгакова, но это внутреннее дело, там одни записывают радостные ролики по этому поводу, другие грустные, третьи матерят, третьим стыдно, четвертым в шоке, ну, в общем, вот это все, то это как бы внутреннее дело, то, например, то, что героями УПА называют спецподразделения или подразделения Зеленский, да, вызывает прям бурю, серьезную негодование в Польше. Докатилось до Европарламента, сегодня сообщили, что с десяток депутатов, даже больше, значит, направили Мецолле, главе Европейского совета, ну, Европарламента, прошение о том, чтобы забрать у Зеленского награды, да, орден там за заслуги у него есть, заберите, он назвал героями УПА свое подразделение. Понятно, что там в основном поляки и некоторые другие страны, ну, львиная доля, но тем не менее, это вот докатилось и туда. Европа политически тоже уже по-другому смотрит на Зеленского, и это тоже видно. Но деньги продолжают поступать, и уверенность Зеленского, и его, ну не знаю, такая отрыжка храброй воды, которую он испил, ну прям сейчас слышна на всю Европу. Когда-то же конец придет этой веревочке. Вы понимаете, он балансирует. Вот я об этом неоднократно уже говорил. Зеленский балансирует между, скажем так, тем, что Запад ему советует вести тонкую дипломатическую обманку с Россией путем, значит, начала ведения каких-то переговоров, разговоров о мире. А с другой стороны, внутри Украины Зеленский очень умело, правда, до сих пор маневрирует с нацистскими, пронацистскими силами, и в том числе в армии. И вот эта легализация нацизма путем перезахоронения нацистских и профашистских коллаборантов времен Второй мировой войны как раз связана именно с этим. Он дал показать своим визави внутри страны, что он является вот таким вот супер-пупер проукраинским. Это делает его позицию еще более уязвимой, причем со всех сторон.
Он не хочет и не может выбрать другую, какую-то третью сторону. Потом же опять, вы упомянули там, да, о той внутренней памятникопадов политике, которой следует Украина. Но это опять же рождено не сегодня. Это же рождалось еще, ого-го, я так вспоминаю, при Виктора Ющенко. Поэтому Зеленский является наследником вот этой многолетней кальки против всего, что связано с Россией. Даже не столько с советской Россией, сколько России как империи начала 20 века. Все, что там было создано совместно и на украинской земле в будущем. И потому что, еще раз говорю, в имперское время понятие Украина не существовало, когда была Российская империя. Многие ошибаются, конечно, называя тот период времени уже там тысячелетним веком, многовековой историей украинской государственности. Это далеко не так, ребята. Но тот, кто знает историю не только своего края, но и немножко больше, вот, прекрасно понимает это. И этот маховик антироссийский в культуре, в литературе, он запущен давно. Зеленский продолжает его развивать. Именно по тем вопросам балансирования между Западом и внутренними нацистскими проявлениями, которые ему угрожают. Ему угрожает и со стороны Запада. Он встречается, как вы говорите, принимает у себя в Киеве ряд гостей. Продолжается этот политический туризм. Но ему там очень много обещают. Очень много. Его как ребенка, знаете, вот этого маленького такого первоклассника, второклассника поддерживают тем, что постоянно ему увещевают, убеждают его в чем-то. Вот-вот подожди, тебя никто не бросает. Папа с мамой твоя основная опора. Ну, в таком вот духе. Так, смотрите, есть прямое требование Варшавы. Говорит, переименовывай назад. А останки бандеровских ублюдков закапывай, едь обратно в Амстердам. Я так понимаю, правильно? Ну, про Мельника ничего не... Опять-таки, возбудились... Ну, так это из этого исходит. Возбудились только под название. Послушайте, понимаете? а поляки раньше, когда переименовывали в Киеве проспекты Бандеры и Шухевича, они этого не замечали? Они ездили чуть ли не каждый день в Киев. Они разве не видели, что происходит на Украине? Им никто не рассказывал. А польская знаменитая разведка, еще со времен гражданской войны, раньше она называлась 20 века гражданской войны, дефензива. Польская разведка не рассказывала тому же Леху Валенсии, что происходит на Украине в начале 90-х. Как возвращаются бандеровцы, вот эти недобитки из Канады и Соединенных Штатов. Саша, о чем речь? Это не возникает спонтанно. А поляки сегодня действительно не ошарашены. Потому что Украина легализовала нацистскую идеологию. Я настаиваю на этом. Вот и весь калинкор. Юрий Дудкин был вам собеседником сегодня. Благодарю за время и мысли. Спасибо, Саша, вам. Берегите себя. Будьте мудрыми, дорогие наши зрители. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк, напишите в комментариях, что думаете. И всем добра и света.